Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео хочу поговорить о том, почему некоторые огородники не выращивают цветы из боязни не справиться со сложностями, которые могут возникнуть в процессе выращивания. Но на самом деле это намного проще, чем вы думаете. Я расскажу, насколько просто можно самому вырастить рассаду красивых однолетников уже к апрелю, и как их нужно посеять, чтобы получить дружные всходы и крепкую рассаду за каких-то 7-10 дней. Почему вырастить рассаду однолетников просто, а многие думают, что это сложно? На самом деле, на мой взгляд, потому, что практически все однолетники имеют очень мелкие семена, с которыми тяжело работать. Еще одна причина сложностей – мелкие всходы, которые дают цветы однолетники из мелких семян. Конечно, страшно ухаживать за такими растениями. Легко перелить при поливе, пересушить, они могут заболеть черной ножкой и полечь. К таким мелким растишкам могут прицепиться другие грибковые болячки, с которыми трудно бороться. Но не стоит бояться этих проблем, с ними можно легко справиться. Надо лишь следовать некоторым важным правилам и предпринять определенные превентивные меры. Вот их список. На первом месте правило покупать только свежие семена. Обязательно проверяйте дату сбора семян. Обычно на упаковке селекционная компания указывает год урожая семян. Например, вот указан 2023 год. Также указывается срок годности семян. Как правило, семена цветов имеют хорошую всхожесть на протяжении 4 лет, поэтому большинство семян хранится 4 года с момента сбора. Вот здесь указано, семена пригодны до 2027 года. Второе правило – приобретать семена цветов однолетников у проверенных поставщиков. Со временем мы все приобретаем опыт сотрудничества с продавцами семян, сеем, смотрим, какая всхожесть, делаем выводы, с кем можно сотрудничать, а с кем нет, потому что семена плохого качества и всходят, к сожалению, плохо. Но если у вас такого опыта пока нет, поищите информацию о селекционере в соцсетях, в отзывах, поинтересуйтесь рекомендациями других садоводов и огородников. Как говорят, цыганское радио – это весьма надежный способ получения правдивой инфы и к тому же бесплатно. Третье правило – выбрать для посева однородный, влагопроницаемый, мелкий верховой торф с уровнем pH 5,5–6,5. Однородность и мелкая фракция субстрата для посева мелких семян однолетников играют очень большую роль. В таком субстрате семена не потеряются, не заглубятся, не провалятся под какую-то твердую частицу торфа, где им будет сложно прорастать. Если же вы приобрели субстрат для посева, в котором торф крупной фракции, лучше такой субстрат просеять через мелкое металлическое сито, чтобы избавиться от крупных частиц. Уровень кислотности также влияет на процесс прорастания семян. Высокая кислотность не нравится большинству однолетников, а нейтральный и щелочной субстрат плохо влияют на рост молодых растений. Поэтому лучше выбирать почву для посева с уровнем pH 5,5–6,5. Кстати,
Кислотность почвы можно проверить с помощью pH-метра. Это специальный прибор, который можно купить в любом садовом центре. Следующее правило для получения дружных всходов цветов. Под номером 4. Обработать субстрат для посева семян однолетников системным фунгицидом для дезинфекции почвы и предохранения будущих всходов от черной ножки. Черная ножка – самое коварное грибковое заболевание, которое подстерегает молодые нежные всходы в первые дни их жизни. Первый признак черной ножки – почернение корневой шейки молодого растения. Фунгицид предотвратит появление этой грибковой болезни и защитит молодые растения цветов. Самый простой способ, как победить черную ножку – опрыскивать почву водным раствором перманганата калия и водным раствором фитоспорина. Пятое правило. Найти самое теплое место в доме или в квартире. Там и будут прорастать семена. Оптимальная температура для прорастания семян – плюс 25, плюс 28 градусов Цельсия или 77-82 градуса по Фаренгейту. Если вы будете поддерживать такую температуру, семена взойдут максимум за неделю, а некоторые за 3-4 дня. Для поддержания такой температуры можно использовать обычный радиатор отопления дома, тепловой вентилятор, электрическую грелку, просто пластиковую бутылку с теплой водой. Я, например, использую теплые полы в своем доме. Располагаю контейнеры с рассадой именно на теплом полу. И, наконец, последнее правило – создать парниковый эффект и подсветку для прорастания семян. Чтобы поддерживать постоянную влажность при прорастании семян однолетников, я использую для посева герметичные пластиковые контейнеры. Вот так они выглядят. Также нужна электрическая подсветка. Семена практически всех цветов прорастают на свету. Первые 2-3 дня подсветка пока не очень нужна, потому что семена набухают, оболочка начинает потихонечку открываться. Но затем на 4-й день обязательно включите лампу дневного света на высоте 8-10 дюймов или 15-25 см над поверхностью субстрата с посевами семян. Так молодые ростки поймут, куда им нужно стремиться. Ну вот это и все. Спасибо за просмотр, за поддержку канала. Не забудьте подписаться и нажать «Нравится». Это важно для развития канала. Скоро увидимся!